у отца 3 сына. Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак. Но это не русская сказка, и в этой немецкой семье все было не так. Приветствуем вновь на канале «Фарфор Европы». В семье Зельтман было 9 детей. 3 из них успешно работали с фарфором. Средний сын Карл Август был управляющим на фарфоровой мануфактуре Шлеттенхоф. И настолько успешно шли его дела на фабрике, что младшенький Кристиан Вильгельм пошел по его стопам. В 26 лет он стал управляющим фабрикой в городе Арцберг. Работал Кристиан отлично, но постоянный надзор владельцев очень нервировал его, и, подумав немного, он решил открыть собственную фабрику, но не один. Обратился за помощью к старшему брату. Конечно, старший брат, Йохан Матеус, не смог отказать младшенькому. Так появилась порцелан-фабрик Йохан Зельтман. Вот это милое, жизнерадостное трио как раз сделано на фабрике Йохан Зельтман до Второй мировой войны. Клеймо ставилось с 1917 по 1932 год. Смотрите, какая интересная чашечка. Такая пузатенькая, необычной формы. И основание юбочка. У фабрики была отличная репутация. Через несколько лет на ней работало 600 рабочих. Но братья часто спорили. И когда Йохан захотел перевести бизнес в акционерное общество, это очень не понравилось Кристиану. Он считал, что бизнес должен быть семейным. Все в руках семьи. Не договорившись, младший брат Кристиан в 1910 году открыл собственное дело в городе Вайден. Так появилась марка Зельтман Вайден. Справа трио Йохан Зельтман в городе Фойнштраус. Слева фабрика младшего брата Зельтман в городе Вайден. Клеймо очень редкое, использовалось в 30-х годах 20 века только для ручной работы. Внизу цифры, номер художника. В декоре этого трио используется 2 цвета. Яркий, активный, энергичный, красный, цвет страсти, цвет любви, и спокойный, нежный серый. Как он аккуратно и благородно оттеняет яркость и энергичность красного цвета. А внутри чашечки золотое солнышко в красном ореоле. Может быть, это закат? На юбочке чашки золото нанесено вручную, это ручная работа. И не только декор красив, но и сам рельеф. Посмотрите, какой ореол из перьев на чашке, и он же повторяется на блюдце. Вот такое красивое решение дизайнеров фабрики. Это трио можно назвать «Аленький цветочек». Как думаете? И какая эффектная ручка. Очень интересное решение, неожиданное. Больше ни в одной фабрике такой ручки не видели. И в центре как будто всполох огня. А вам нравится это трио? Вот оно во всей красе. Это уже антиквариат. Еще одно трио, также от фабрики Зельтман Вайден. Этого же периода до Второй мировой войны по клейму 1924-1946 годы. И здесь уже совсем другое цветовое решение. Цветы
Как вы думаете, это тюльпан или мак? Показаны в сочетании света и тени. Причем тень создана при помощи цвета охры и черного. И форма у тарелок и у чашки совсем другая. Волнистые края тарелок и, ой, посмотрите, маленький цветочек. Вот такой декор нежный на внешней стороне чашки и большой букет внутри. А какое трио от Zeltman Weiden вам нравится больше? Аленький цветочек или вот этот фантазийный тюльпан? Пишите в комментариях. А это трио создано уже на другой фабрике после Второй мировой войны. Кто догадался, на какой фабрике? Пишите. Очень красивое золотое свечение и внутри голубое. Передается на видео как василек, но это все же голубой цвет. Вот такая игра света. Трио кажется очень театральным. На золоте как будто занавес на сцене. И это клеймо и бренд Оскар Шаллер. В 1917 году эту фабрику поглотила корпорация Винтерлинг. И вот на чашечке, даже кроме клейма Оскар Шаллер, еще и стоит этикеточка Винтерлинг. И это чудо, что сохранилась эта золотая этикетка. Ведь это 1950 год, и значит, этому трио уже 75 лет. Вот так вот. Как же красиво играет золото. И все-таки это трио театральное. Посмотрите на чашки. Это же магия софитов. Просто прелестное трио. Весь мир – театр, а люди в нем – актеры. А как вам такое трио? Такое жизнерадостное, весеннее. Смотришь на него и хочется улыбаться. Такие милые голубые цветочки. Приятный глазу рельеф на блюдцах. Нежность и простота. Такое очаровательное ретро. Кто же это придумал? Кто же это создал? А вот и клеймо. Главное сейчас поймать фокус. Это подглазурное клеймо синего цвета, герб герцогов Ваймар, корона и лавровый венок. Трио создано в период с 1924 по 1927 год. Это уже антиквариат. Декор называется Инге. Смотрите, на чашке возле ножки точно такой же рельеф, как и на тарелочках. Это милая нежность от Ваймар. Наслаждаться кофе или чаем и иметь всегда хорошее, улыбающееся настроение. Пить и ловить счастье. И еще одна красота из 50-х. Наша любимая Алечка. Алька Кунст. Сейчас этот бренд называется Кайзер. Маркетологи предприятия в 1970 году поменяли название бренда на более понятное, легко произносимое во всем мире. В центре солнышко, которое состоит из пальмет и сердечек. И очень красивый, жизнерадостный, жизнеутверждающий, солнечный желтый цвет. Такое трио у нас есть еще в эффектном цвете Тиффани. Ссылочку на видео оставим в описании, заходите, смотрите. Кроме солнышка из пальмет, еще по золотому желтому крытью очень красивые букеты из роз.
такая стилистика барокко и эффектная цировка по краю. Даже в самый пасмурный день это трио будет создавать солнечное настроение. Очарование антиквариата и винтажа. А какое трио понравилось вам? Пишите, а мы пошли искать красоту. Подписывайтесь, чтобы не потеряться. Пока! Увидимся!